Всем большой-большой привет, дорогие друзья! Сегодня 15 августа, вторник. Я начинаю свою новую рукодельную неделю. Давайте сразу анонсирую, что будет на неделе точно. Буду добивать норму по красной шапочке. Попозже посмотрим превью, если вы никогда его не видели. Значит, здесь мне нужно вышить в этом месяце 1500. Я вышила, по-моему, что-то 600, 700, 800, что-то такое. Вот. И еще мне там больше 500 точно остается. Это был случайный выбор комментариев ваших, да, кто-то выбрал и выпало в рандоме. Следующий тоже ваш выбор, но уже большинство голосов, это Эдгар Аллан По. Я его буквально чуть-чуть начала на прошлой неделе, сделала там меньше 150 крестиков и дальше не успела. Планирую вышивать. Здесь мне тоже нужно вышить 1500 крестиков. А еще на этой неделе будет обязательно финиш кролика. Вот он, кролик. Я уже, видите, приступила к мордочке. Свитер полностью, как полностью, готов там, где можно было дотянуться. Здесь бэкстич только не хватает. Ну и здесь вот еще тоже бэкстич не хватает. У меня там нитка закончилась. Ну и в горловине. А так остается мордочка, лапки внизу и немножечко тени. И все, кролик будет готов. Но это все равно около 1000 крестиков. Значит, вот эти 3 работы. И начну я свою неделю с карты мира. Буду двигаться вот в этом направлении. Мне нужно здесь вышить на этой неделе 1000 крестиков. Не начинала еще, да, потому что обычно я, если получается, если есть возможность, в понедельник начинаю шить по чуть-чуть. Но вот вчера целый день меня не было, поэтому начну сегодня, постараюсь максимально продвигать, чтобы все-таки подольше отдохнуть в этот раз от этой работы, потому что у меня так получается последние 2 недели, что я растягиваю и норму добиваю в воскресенье. Мне это не очень нравится, хочется на неделе закончить, если будет такая возможность. Итак, сегодня 16 августа, среда. Давайте расскажу вам, что в последние 2 дня, вчера и сегодня, да, в первые 2 дня этой вышивальной недели я вроде как не работала по основной работе, но все равно не случилось у меня ничего хорошего с вышивкой. Давайте расскажу немного почему. Это немного болтовня, личное такое, вот, но тем не менее хочется рассказать. Периодически вы спрашиваете про наш быт аргентинский, и это вот напрямую связано. В прошлой серии, если вдруг вы не смотрели или забыли, напомню, у нас случились выборы, и я там рассказывала интимные подробности покупки консервированного тунца. Значит, помните, да, я говорила, что доллар взлетит, кто бы не выиграл, и тут вопрос был только, насколько он взлетит. Хочу поделиться с вами интересными цифрами. Это даже интереснее, мне кажется, чем крестики, вышитые за день. Итак, в воскресенье мы ходили на выборы, и с утра курс был 606. То есть за $1 давали 606 песо. И, вот в выходные у нас курсы не меняются, когда открывается, да, биржа, торги, банки и так далее. Вот тогда начинается изменение. И, собственно, изменения начались в понедельник. Еще раз напоминаю, 606 воскресенье. Сегодня, сейчас, на данный момент 780. 606, 780. Сегодня, на самом деле, курс доходил до 790, но вот спасибо, упал на 10 песо. Что происходит в такие моменты? Мне кажется, давным-давно рассказывала, что у нас инфляция, что у нас 150 курсов доллара, разные курсы, да, есть официальные, если вы поищете в интернете, вам высветится курс там 300 с чем-то, и вы мне скажете: Яна, что же ты врешь, какие 790, 780, если Google пишет 350. У нас действительно официальный курс 300 с чем-то там, но по этому курсу абсолютно невозможно ничего не купить, продать
продать можно. Вот, купить ничего нельзя, то есть доллары не могут купить никто, ни какие-то компании, то есть когда они совершают какие-то закупки материалов или продуктов из-за рубежа, чтобы здесь использовать, да, либо продавать, они покупают по абсолютно другому курсу. Это не всегда курс, который я говорила, 790, но и не 300 точно. В общем, вот так. Простым смертным жителям, вот таким, например, как я, доступно, вот можно пойти и купить доллар за 790. В понедельник его вообще не продавали, потому что не понимали цены. Многие продукты тоже не продают. Я подписана в Инстаграме на разных девочек местных, которые занимаются, что-то рукодельное, да, это не вышивка крестом, но тем не менее, что-то рукодельное, какие-то бумажное что-то, да, там какие-то наклейки, какие-то, я не знаю, ткани, что угодно, да, в этой области очень многие пишут, что пока их магазинчики небольшие закрыты, потому что они не понимают цен, и действительно многие не понимают цен. В общем, деньги наши обесцениваются, и как и в воскресенье, единственная идея, что делать. Вообще хочется вспомнить обязательно, если вы не читали, очень хочется порекомендовать вам прочитать у одного из моих любимых авторов, Эрих Мария Ремарк. У него есть книга «Черный обелиск». Я достаточно долго любила «Триумфальную арку», но нет, вот «Черный обелиск» — это прям в самое сердечко было. Тогда, на тот момент, когда я читала, я еще не понимала о том, какой может быть инфляция. А вот когда у нас пару лет назад случилась тоже такая достаточно сильная инфляция, я перечитывала книгу. И это, конечно, абсолютнейший восторг в том плане, там описываются весьма трагические и судьбы, и ситуации, и вообще ситуация в Германии с инфляцией, с гиперинфляцией, да, вот, которая нам грозит. Сейчас я еще немножко к этому вернусь. И главный герой работает в похоронном бюро, поэтому там смесь вот этого горького юмора, черного юмора, она мне очень близка, потому что все идет в тартарары, надо как-то выкарабкиваться, и герои там всячески наслаждаются жизнью, веселятся, насколько это возможно в ситуации, да, в которой они находятся. Мне это очень... в общем, я стараюсь также поступать, да, не унывать и так далее. Так вот, я стараюсь не унывать, но у меня ситуация проще, нет денег, нет проблем. У моего молодого человека, Маркиз сейчас в Бразилии, у него деньги есть, и ему больно видеть, как он там в Бразилии сидит, потратить их не может, поэтому он просит тратить меня. Говорит, купи в дом все, что не портится, потрать 100 тысяч песо. И, в общем, я 2 дня бегаю, пытаюсь понять, что же можно такое купить. А тут тоже, извините уж за долгую болтовню, но думаю, что я редко так глубоко рассказываю про какие-то бытовые вещи. В общем, в Аргентине не особо принято покупать что-то сильно впрок. То есть там вот эти наши 5 килограмм сахара, там, я не знаю, 10 пачек муки, вот это вот все не проходит. В первую очередь, потому что квартиры меньше, хранилищ меньше, наверное, даже это во вторую очередь, а вот в первую очередь климат. Очень влажный, очень жаркий, и это прекрасная среда для насекомых. Значит, муку впрок, в пакеты, не в пакеты, куда бы ее ни пересыпать, там заведутся определенные звери. Сахар слипнется, и муравьи набегут, все остальное стухнет.
тухнет. Овощи, фрукты я покупаю реально вот на покушать на 2-3 дня. У меня даже неделю особо ничего, мне кажется, не лежит, потому что, наверное, меньше химикатов. В общем, не будем вдаваться в подробности. Мясо мы не морозим, мы любим свежее мясо. Поэтому нет, можно, конечно, ужаться, но вроде не все так плохо. Поэтому, в общем, говорит, придумай, и был у меня квест такой, я 2 дня бегала, что-то покупала. Причем еще этот квест сопровождается тем, что многие продукты реально уже не достать. Например, как было с пастой на прошлой неделе. Конечно, можно купить аргентинскую пасту, но мне, например, из твердых сортов аргентинская не нравится. Из мягких сортов или яичная она мне очень нравится, а из твердых сортов я предпочитаю итальянскую. В общем, такие реалии. Что покупала? Давайте расскажу. Чай не могу еще найти листовой, прям вообще какая-то беда. Зато купила очень много кофе. Купила, что еще? В общем, ладно, не буду. Какие-то бытовые, знаете, там эти чистящие средства, это все. Но в чем прикол-то? Говорит, потратить 100 тысяч. А я не умею деньги тратить, на самом деле, даже чужие. Кстати, со своими я быстро справилась, сразу ушла в минус, просто купила корм кошки впрок. Все, деньги такой. Ладно, и себе какие-то там базовые домашнюю одежду. И все, деньги закончились. 100 тысяч, говорит, значит, и я на данный момент справилась 80 потратила. Все, дальше не могу. Я говорю, все, спасай меня, мне не получается. В общем, я эту битву проиграла. Нет, завтра еще, может быть, зайду куда-то, что-то потрачу. В общем, такие у меня дела. Значит, понятно, магазины отрывают от важных дел вышивальных, но на самом деле, если убрать эти все шуточки в сторону и эти магазинные дела, естественно, то есть мы всегда готовы к инфляции, и гиперинфляцию нам предсказывали еще, то есть мы ее ожидаем еще с прошлого года, просто непонятно было, когда это случится. Пока это не гиперинфляция, я сейчас расскажу тоже про циферки. Например, за июль, то есть когда еще не было этого скачка, у нас была инфляция 6,3%. В большинстве стран за год инфляция меньше. У нас годовая инфляция с июля по июль уже выше 100%. Но это не гиперинфляция еще. Понятно, что в августе будет больше. На август нам уже предсказывают около 14, на сентябрь 24. Но это все еще не гиперинфляция. Гиперинфляция – это как, опять-таки, в «Триумфальной арке», когда ты зашел в магазин, спросил цену, вышел там за сумкой до машины и обратно, а цена уже поменялась. Я сегодня тоже смеялась, потому что выкладывала сторис в Инстаграм. Курс доллара был 780, как только я выложила, там обновила, не знаю, 10 минут не прошло, и курс уже был 790. Примерно такая ситуация, но все равно не настолько. В общем, еще раз, очень советую почитать «Триумфальную арку». Мне кажется, восхитительная книга, и сразу понятно, что такое гиперинфляция. Значит, мы к этому были готовы, с одной стороны, но, как оказалось, недостаточно. Я еще раз говорю, я попроще к этому отношусь. А есть люди, которые в полной панике, есть люди тоже, которые бегают, что-то покупают. Сегодня слышала прекрасный разговор работников супермаркета. Они, значит, докладывали продукты на прилавки и говорили о том, что масло оливковое, все продано абсолютно, на складе ничего не осталось. Вот так. Так, давайте к вышивке теперь. Значит, поскольку я... еще хотела сказать, чтобы уже окончательно перейти к вышивке, что даже несмотря на то, что я весьма позитивно все отношусь ко всему, во всем вижу плюсы какие-то, не могу сейчас... то, что долго можно не ходить в магазин, все есть. На самом деле поесть нечего, а какие-то такие продукты все есть. Так, значит, несмотря на все это, как-то все время об этом думаешь.
кому-то что-то написать. У меня сестра хотела же приехать в конце года. Мне вот захотелось ей сказать, что слушай, как бы ситуация такая, будь в курсе, может, ты передумаешь или еще что-то. Опять-таки я ее предупреждала, но тем не менее. Вот, и постоянно вот это вот я в мозгу прокручиваю. Я даже YouTube пыталась включать, сериалы пыталась включать, еще что-то. И как-то вот, знаете, информация идет там своим ходом, а в голове у меня что-то другое, поэтому как-то я отвлекаюсь. Поэтому, а вот теперь к вышивке. Я взяла с утра, я как старательно пытаюсь карту вышивать, сейчас я ее покажу. А вот вечерком я сдаюсь, и, например, вчера у меня появилась овечка, и вот теперь уже можно поглядывать на камеру, на эту самую, на... Ну, куда вы там смотрите? Телевизор или планшет, или, в общем, на экран. Вот, у меня появились 1+1. У меня вот этот подсолнух появился. И катка эта появилась. В общем, двигаюсь чуть-чуть, но продвигаюсь. Вот это я вчера вечерочек этим занимала, а сегодня вечерочек занимала Эдгардом Алланом По. Мне здесь, как вы видите, остается немножечко в башке закрыть крестиков, и будет еще одна вот такая типа штучечка, летучая мышь, не знаю. И сверху все закончится, но мне надо вышить здесь 1500 крестиков, а здесь суммарно будет что-то 600. Что-то. Глазик будет красного цвета. Вот, значит, закончу голову, перейду, соответственно, вниз, там тоже еще шить и шить. И, в общем-то, норму в 1500 крестиков сделаю. Кстати, возвращаясь к инфляции, я перед выборами подсуетилась, заранее знала, думала, все это прогнозировалось. И я, как умный человек, закупила мулине. Это скоро относительно будет... Ой, рука затекла, держать. Значит, скоро относительно будет в чем? В видео про покупки. Вот, но не было черного мулине. Поэтому по каким ценам я там буду дальше покупать, если вообще оно приедет, потому что из-за вот этих всех проблем задерживаются все на таможне, задерживается разрешение на покупку, потому что это же надо, вот понимаете, из-за границы покупать. В общем, короче, все эти сложности. Очень буду надеяться, что черный цвет, ну, как бы большинство я купила, поэтому вот черный и белый мне надо докупить. Надеюсь, что это будут какие-то не совсем космические цены, но даже если космические, что уж делать, пока черный есть, но вот у меня реально остался один моток, именно DMC, а если я уже начала, например, вот DMC, я на Анкор не перейду, поэтому очень буду надеяться, что пока будет хватать. Так. Ну и карта мира кверх ногами. Значит, на карте мира я старательно старалась. Значит, у меня, как я сказала, 2 дня были не рабочие, то есть не выездные в плане работы. То есть я там по магазинам выезжала, а так не выезжала. Поэтому утром у меня были более-менее такие вышивальные, и я вот старалась, хоть отвлекалась там на все эти мысли дурные, старалась 300 крестиков сделать. И, вы знаете, сделала. В общем, здесь 600 крестиков вышито, еще 400 надо. Я вот даже хотела еще побольше. Видите, вставила черную нитку, потому что начала делать в этой части бэкстич, потому что здесь почти, ну, не почти, а вот до сюда все закончено. Вот здесь вот уже пропуски. И можно делать бэкстич достаточно комфортно. Вот, но пока не начала, вернее, начать начала, не продолжила. Вот, здесь есть участки, как вы видите, вот это тут все было одним цветом. Я, в общем, дошла до участка, который будет с такими фрагментами, которые можно прям целой ниткой вышивать до конца. Потому что здесь вот до конца получалось, скорее всего, никогда. Ну, внизу рамку и вот вверху. Вот, поэтому завтра у меня работа с утра.
Поэтому не знаю, возьму ли я карту завтра, но очень хочется, конечно, в пятницу закончить. Закончить не только потому, что я говорила, что хочется делать какой-то перерыв, да, между неделями, но и у меня есть работа на темной основе, драконы в этом месяце. Я их еще не брала, потому что мне тупо некогда. На неделе вечно я что-то там не могу закончить свою норму, а в выходные, соответственно, добиваю карту мира с утра и не доходят руки до драконов. Хочется в пятницу закончить карту мира, чтобы в выходные взять драконов. Но посмотрим, что получится. И еще хочется обязательно приступить к кролику. Помните, у меня там, значит, голова я сейчас не принесла, но, может быть, сейчас еще, вроде уже поздно, но не настолько, чтобы ложиться спать. Может быть, часочек еще вместо повышиваю кролика. Там мне надо стремиться к финишу, потому что на этой неделе он должен случиться. Ну, на этом вроде все. Я надеюсь, я появлюсь в следующем включении с какой-то более чистой головой и с менее странными эмоциями и настроениями. Вот пока даже, видите, не гуляю, Буэнос-Айрес вам не снимаю, не знаю, вообще в этой серии будет или нет, потому что, честно говоря, устала я носиться по городу по этим всем. Вообще не люблю так, я ненавижу эти занятия, но понимаю, что либо деньги закончатся, вернее, как бы просто совсем обесценятся, либо продукты закончатся, потому что все раскупают все. И у нас даже в спокойные времена бывает так, что какой-то продукт бац, исчезает. И это не то, чтобы значит, что все там есть нечего. Нет. Очень много пустых полок, но есть альтернатива. Но не всегда это альтернатива хорошего, такого же хорошего качества, а как-то скатываться на более низкий уровень даже в кризис не хочется. Все, закончу я свою эту политическую и экономическую болтовню и включусь уже в следующий раз с какими-то новыми продвижениями по вышивке. Хочу рассказать вам, что я сегодня работаю в условиях весьма экстремальных. Дождь стеной, но это сейчас, кстати, подуменьшился. Но жесть страшная. Я, естественно, без зонта, потому что зонты для слабаков. Вот, поэтому долго вам суть вещать не буду. Так, я почти возле дома, тут такие реки, которые никак не перейдешь. Да, еще меня и машина... сейчас обольет. Ну, в принципе, я уже возле дома, и ноги у меня уже промокли, поэтому как бы, что я выпендриваюсь, непонятно. Мне кажется, до нижнего белья, а именно до трусов я промокла. Ну, зато не холодно. Уже хорошо. Вообще, я на самом деле очень рада дождю, если вообще все шутки в сторону, потому что очень сухая зима была, по моим наблюдениям. Предыдущее лето было очень засушливое. И, я так понимаю, будет снова сухое, жаркое лето. Так что хоть какой-то дождь нам всем во благо. Громыхает вот. Слушайте, пришла домой, смотрите, джинсовка. Вот тут вот сухо, а вот тут вот все. Так оно еще не просто, оказывается, я этого не чувствовала. Рукав мой. Вообще, вот настоящий цвет. А вот, сейчас, конечно... вы поняли, да? Все насквозь. У меня там еще одна кофта, поэтому, наверное, особо не чувствовалась. В общем, шик. Сейчас в горячий душ и что-нибудь вкусненькое кушать. Все-таки полезное дело блог снимать. Значит, у нас сегодня 17 августа, четверг. И видите, вот здесь вот таким беленьким, а здесь вот черненьким. И это все потому, что у нас сегодня праздник. И тут вот день, значит, Сан-Мартин — это наш такой национальный герой, в общем-то. Я не буду сейчас сдаваться, кто такой Сан-Мартин, если кому-то интересно, поищет в интернете. И вот тут вот написано, что праздник переносится. Поэтому я сегодня, значит, работала, а не буду работать в понедельник, потому что, оказывается, перенесли на понедельник. У нас праздники обычно... Вообще у нас все праздники делятся на два типа.
в плане переноса, не переноса, то есть те, которые вообще нельзя двигать, ну, например, какие-то такие прям совсем важные, да, День независимости, День революции. И эти менять нельзя, поэтому если выпадает на среду, то вот мы 2 дня работаем, 2 дня потом опять работаем, а в среду отдыхаем. Или если, например, этот праздник выпадает на субботу или воскресенье, то как бы сами виноваты. Я уже рассказывала однажды об этом. А есть праздники такие, которые, по какой-то причине считается, что не настолько важны. Я вот, например, не считаю, что... это еще, кстати, да, празднуется именно День смерти Сан-Мартино. И я все время спрашиваю, говорю, вы так радуетесь, что национальный герой умер? Вот, не день рождения, а день смерти. Я так понимаю, это во многих местах, так не только в Аргентине. Так вот, и этот праздник, видите, можно перенести. Это день памяти, скорее, а не праздник, поэтому вот можно перенести. Значит, переносится он у нас на понедельник. Почему? А не на пятницу, например, ближайшую, потому что есть люди, которые работают 6-дневку. И вот чтобы всем было хорошо, в воскресенье, по идее, никто не работает. Как никто не работает, там кафе и так далее, но они и в субботу, и в воскресенье могут работать, и в понедельник могут работать. У них там немножко другие правила, да? А так, вот с 6-дневкой, например, наш консьерж работает 6-дневку, и вот для него, для таких, как он, это важно. Значит, вот, это то, что я хотела сказать про праздники. Я недооценила степень своей промоклости. Промокла реально вообще вся. Я удивилась, что у меня под толстовкой была еще кофта с длинным рукавом, тоже вся промокла. И еще под ней была майка. И майка, по идее, у нее бретельки там проходит, где рюкзак, а я же везде с рюкзаком, так вот промокли бретельки. Ладно. Значит, вот села я, повышивала кролика после того, как промокла, просохла, скажем. Как звучит-то хорошо. И вот сверху кролик готов. Что касается креста, полукреста. Нет, полукреста здесь нет. Здесь есть четверти вот в гладике. Значит, там было типа 3 четверти и петиты. Вот, я сделала 3 четверти петиты. И, как вы понимаете, не хватает бэкстича. И я так подумала, бэкстич не хватает. Сейчас я быстренько его сделаю. Потом посмотрела. И поняла, что там еще и фрузелки. И подумала, не, приятель, пойди отдохни. Вот. И, значит, пойди отдохни, что дальше делать? Вот думаю, значит, по идее, по-хорошему, не хочется вводить новые процессы, надо доделать шапку красную. Там надо сделать 1500, а я сделала 800 в лучшем случае, а то и меньше. С другой стороны, она, видите, шахматка вся. И я жаловалась уже в предыдущей серии, что там сколько, 60, 70, 80 цветов, что-то такое. Я сейчас не помню, лучше не забивать. У меня курсы доллара в голове, поэтому цены, цифрами, и так с цифрами перегруз. Так вот, с одной стороны, хочется, конечно, добить девчушку до нормы, а с другой стороны, не хочется сильно страдать. Вот, и я думала, что, может быть, взять помидорки. Вот, я их еще пока не приступала, к ним еще и пока не приступала, а хочется здесь сделать 1000 крестиков. С другой стороны, у меня неделя не монтировано, у меня отчеты не проверены в плане игры моей, да, год без стартов, у меня на комментарии я ничего не поотвечала, потому что вот эти не бегала, голова вообще другим забита, и, на отъебись я не хочу отвечать. Простите, мой французский, я реально... Есть некоторые слова, у которых нету нормального эквивалента. Поэтому так... Короче, хорошо бы мне все-таки сесть и начать хотя бы монтировать, потому что серия закончилась в понедельник вечером. Сегодня уже четверг, а я не приступала, даже не перекинула видео на компьютер. Но что-то я... Так вот, если я все-таки возьму
возьмусь монтировать, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, почему-то мне не в кайф, то при монтаже я как-то последнее время стараюсь вышивать все-таки параллельно, потому что недели, они такие достаточно болтологические, там можно просто, в принципе, отслушивать материал, не сильно там что-то добавляя, не добавляя и так далее. И вот иногда меня там как понесет болтать, вот как сейчас, например, и в эти моменты, в принципе, можно что-то и поковырять. И вот идеальный вариант на что-то и поковырять – это вот это. Или или нитки помотать параллельно. В общем, что-то такое, настроение, да, чего-то хочется, кого не знаю. Единственное, что немножечко обрадовало, да, это вот новости о том, что, оказывается, в понедельник-то выходной, а поскольку у меня не шестидневка, и завтра я тоже что-то не хочу никуда идти, но иногда бывает, я могу на работе сказать, что, знаете, я не пойду. Ну, давайте не будем загадывать, пока меня еще никто ни о чем не просил. Так вот, есть шанс, что среди этих 3 выходных дней, суббота, воскресенье, понедельник, я как-то найду в себе силы, средства, возможности отключиться от всех раздражающих факторов и все-таки погрузиться в вышивку и сделать 1000 крестиков. Я уже говорила, по-моему, в начале этого видео, я уже сама не помню, что я там снимала, что не снимала, что говорила. Есть определенная потребность периодически вышивать 1000 крестиков. Ну, типа, вот я много хорошо повышивала. А то у меня бывают дни, что я никуда не выхожу, вроде как сижу, а все время на что-то отвлекаюсь. И вот хочется, даже пусть отвлекаюсь, но вышить эту 1000 крестиков за день. Посмотрим, получится или нет. Но кролика надо будет еще заканчивать. А там эти восхитительные фрузелки. Иногда у меня совершенно нет настроения на фрузелки, а иногда ничего так хорошо идут. Но вот сегодня не этот случай. Пойду выпью кофейку, и, может быть, меня озарит, чем бы мне позаниматься дальше. Вчера была верность. Пятница, 18-е. И я, на самом деле, была в очень хорошем настроении весь день. Очень ждала, когда будет вечер, чтобы показать вам всю продуктивность моего восхитительного дня. Такой чудесной пятницы. Но там под вечер случились некоторые неприятности, скажем так, не вселенского масштаба, но что-то настроение у меня испортилось, и как-то не захотелось вышивать-то я довышивала, но показывать не хотелось. Значит, что вчера было хорошего? Вчера я все-таки, помните, я говорила, что хочется 1000, вот у меня была 1000. Значит, сегодня суббота, сегодня ничего не вышивала, поэтому расскажу, что было вечером в четверг и вчера в пятницу. Значит, вечером в четверг я все-таки решила, что надо поиметь совесть и смонтировать серию. И смонтировала я серию и параллельно вышивала овечек. Они еще немного продвинулись, я их не принесла. Что принесла? Значит, я вчера 3 работы вышивала. 400 с лишним крестиков, по-моему, 400. Прибавилось на карте мира. Я доделывала здесь бэкстич вот в этом персонаже. Вообще очень забавно смотреть на то, что вот это вот, например, это какое-то такое... Короче, это животное, такое... копытный пес. Ну, для меня это что-то такое. Вот здесь вот будет лев. То есть вообще это размазня, давайте честно, да? Но вот эта размазня, благодаря бэкстичу, складывается, например, вот в некого юношу с короной на голове. Но что-то он этому не рад. Значит, я рада, что он у меня, юноша этот, появился. Здесь вот еще появится бэкстич. Здесь что-то я еще на следующей неделе уже повышиваю и буду снова переставлять пяльца. Двигалась, нормально вчера. Нормально. Я прям отложила все телефоны. Рабочий поставила на максимально, чтобы я его слышала издалека, но убрала, чтобы не отвлекаться. Вот, поэтому карта мира, все. И чуть позже поговорим, что это освобождает мне выходные. Что еще вчера случилось? Вчера случилось
голова Эдгара Аллана По. Я завершила полностью все, что сверху, да. У меня появился глаз ворона, и, собственно, все крестики, которые здесь были открыты, но не закрыты, я закрыла, и вот эта вот птичка появилась. Так. Значит, я должна вот теперь двигаться вниз. Здесь вышло 600 с небольшим, а нужно 1500. Мне хочется пофотографировать эту работу. Наверное, пока вот так, пусть не готовую, но все равно, потому что я вообще люблю фотографировать свои вышивки на любой стадии, на стадии готовности и в процессе, но вот что-то как-то в последнее время не складывается, Инстаграм какой-то полумертвый. А в других соцсетях, вот я в Телеграме выкладывала карту мира и получила очень много огонечков, было очень приятно. Дело не только в том, что это какая-то отдача, и их интересно, да. Понятно, что мне самой потом интересно смотреть, мне нравится. И очень много фотографий я делаю, обрабатываю, даже как-то там что-то еще меняю, но никуда не выкладываю вообще. Так мне тоже нравится. Мне нравится сам процесс фотографии, и потом радоваться результату. Значит, можно было бы порадоваться результату, что у меня закончился кролик, но что-то, как я вам сказала, вчера какое-то настроение было. Настроение было из-за того, что я видела счет на свет и очень изумилась. В общем, у меня была такая история, сколько лет назад, 8 лет назад, тоже перед сменой правительства, тоже убирали всякие субсидии на свет, газ, воду, вот это вот все. И у меня что-то взлетел ценник, но я человек такой бдительный. Надо и вам еще историю про орехи рассказать. Я не рассказывала, думала, что история про орехи на YouTube и так дофига, но надо рассказать. Короче, сначала про свет. 8 лет назад, значит, так получилось, что мне пришел тоже счет какой-то неимоверный, но я, как человек бдительный, посмотрела на как они называются? В общем, на консуму, на трату самой энергии, сколько. И увидела, что у меня там что-то взлетело до небес, там, грубо говоря, было 100, стало 1000. И именно потребление. И я, значит, там целое расследование провела. Оказалось, что действительно ко мне просто подключились к моему счетчику. И, соответственно, когда я вчера увидела опять счет, опять все то же самое, правительство снимает субсидии, все дела, первое, что я сделала, это посмотрела потребление. Потребление выросло в 3 раза. Зима, да, я топлю, топлю, в смысле, включаю это... обогреватель кошки. Но в прошлом году я тоже обогреватель включала, и в прошлом году у меня цифры гораздо меньше, да, то есть реально в 3 раза, даже самый худший сценарий, если брать, то в 2 раза, да нет, больше, чем в 2 раза. В общем, и как-то я расстроилась, подумала, что опять ко мне что-то кто-то опять со всеми ругаться. Так надоедает, надо все время быть бдительной. Сегодня с утра проверила, вроде, когда все выключаю в доме, счетчик не продолжает считать, поэтому... Может быть, действительно перегрели кошку. Я не помню, чтобы я что-то такое... Все, не знаю. Короче, про орехи история. Пошла я, значит, за орехами. Маркитусу покупаю всякие смеси орехов. Он берет с собой на работу, когда покушать не может. На работу, в смысле, в командировке, потому что он на заводе, там иногда... Ответственный момент, нельзя пойти пообедать, хочешь, чтобы что-то вообще было в желудке. Там какие-то орехи, какие-то там изюм. И, значит, я ему покупала, он мне говорит, возьми еще на развес, там, может быть, миндаль, кишью мне нравится. Я обычно цены на продукты не помню, потому что с нашей инфляцией, как я уже говорила, лучше этого не помнить, потому что, я буду в еде себе отказывать, это уже совсем какой-то. А психологически давит, даже если ты можешь себе это позволить, ты знаешь, что там, например, как я голубику покупала, было 800, прихожу один день 1200, думаю, я не буду покупать, слишком дорого. Короче, я обычно не запоминаю. А тут я запомнила, что 100 грамм миндаля стоило 1100. Прихожу, значит, цены уже взлетели, почти неделя прошла, написано 1250. Думаю, возьму грамм 200, другого там еще грамм 300, все по 1250. Беру, иду на кассу,
меня пробивает, я думаю, что-то какая-то цена странная. Смотрю потом, значит, как это называется? В чек. И 1700, значит, за 100 грамм. Я возвращаюсь, говорю, ребят. Они говорят, да, в компьютере цены обновились, а, значит, вот на витрине не успели. Я говорю, я без претензий, как бы в стране черти что, но давайте либо я верну, если вы мне не можете соблюсти ту цену, которая на витрине. Вот, но вернули мне деньги. Но, в общем, все время надо быть начеку, потому что того и гляди, где-нибудь да объегорят. Короче, кролик, у меня случился финиш, как вы понимаете. Значит, что у меня с этим финишем? Это 4-й мой зверек из серии «Зверушка в свитерах и с кружкой». У меня был лис, нет, не 4-й, вру, 5-й. У меня есть единорог дома, и у меня есть овца-баран, где-то там стоит. А еще были волк и лису. Волк и лису я подарила. Вот, а теперь у меня 3-й. И я, знаете, чередую. Вот, например, на единороге я делала фрузелки. Сейчас я это все поближе покажу. И что-то мне совсем не понравилось. Ну, единорог тоже светлый, можно себе представить. Не принесла его, естественно, сейчас. Мне показалось, что фрузелки эти особо не видны, и вот издалека, когда смотришь, как будто ему там нагадили на голову. И я решила не делать. То есть в следующем зверьке я не делала. Потом опять следующий зверек делаю, следующий зверек не делаю. И вот когда кролика... Это у меня там кошечка играет на заднем фоне. Кто просит кошечку чаще в кадре, насильно я их пихать не буду. Бегать по квартире за ней я тоже не буду. Она вот нынче что-то не очень хочет. У нее там облысели немного ноги от недостатка витаминов. Наверное, стесняется. Значит, к кролику вернемся. И вот я забыла, видимо, давно не вышивала, и забыла и стала делать фрузелки. Давайте посмотрим вблизи. Вот на лице я делала. Но мне издалека кажется, что да, у него либо эти бородавки, либо непонятно что. Вот, то есть я уже как бы начала и подумала, что бросать... Вот на свитерочке, в принципе, мне нравится. А вот тут сливается и... ладно, что сделала. Вот, а внизу на ножках я начала делать, вот тут вот буквально чуть-чуть здесь сделала, чуть-чуть здесь сделала, а потом плюнула, решила, не видно, издалека, я не знаю, мне не видно. Вот, поэтому тут хотя бы бородавки, а тут вообще непонятно что, грибок. Вот, короче, кролик вот такой, вчера только сняла с пяльц. Эдгар Аллан По поближе показать вам. Тут ничего, как смотрите, не светит, да? Хороший, вот. Здесь, наверное, вблизи особо ничего показывать-то и не надо. А вот тут, видите, морковочки шикарные. Бэкстич я везде делала, который сереньким не хватало. Тут вот такой... смесь бэкстич такая серьезная. В общем, крол хороший, толстый, жирненький. Мне нравится. Наверное, буду его оформлять. Не знаю, когда. Посмотрим. Значит, на фоне будут, наверное, слышны звуки, как вот лифт катается. Это у нас наш консьерж собирает мусор с каждого этажа, поэтому, мне отвлекаться, честно говоря, некогда и ждать, когда он это все сделает, некогда, поэтому давайте сразу перейдем. Значит, как вы видите, я тут принесла явно не на 2 дня, но хочу напомнить, что у меня выходные в этот раз 3 дня, потому что праздник, перенесся. Вот сегодня суббота, полсубботы я уже профукала, потому что почти полдень. Воскресенье и понедельник как раз и неделя моя вышивальная закончится. Но что основное? Вот прям очень хочу обязательно умудриться. Вот тут будет вот такое.
Это «Драконы от Саверки». «Отныне навеки» называется сюжет. И поскольку я его вышиваю на темной основе, мне надо его вышивать утром, днем. В общем, при дневном свете желательно. Поэтому вот сегодня, как я уже говорила, я полдня профукала, а сейчас еще мне надо кое-что поделать, а потом я иду встречаться с подругой, то есть, как бы, скорее всего, я вышивать не буду только в ночи, если вернусь не поздно. Поэтому вот драконы на сегодня, к сожалению, отменяются. Драконами я займусь, наверное, вот в оставшиеся выходные дни, воскресенье, понедельник, хотя в понедельник думала карту снова брать, но, видимо, нет. Значит, мне здесь надо вышить 1000, пока здесь вот черепушка розового дракона немного вышита, и ну вот так это пока непрезентабельно выглядит. Очень хочу их повышивать, специально подкатывала их на август, мы в этом месяце, у нас годовщина с маркетом 9 лет. Дальше многострадальные помидоры, которые я все хочу и все как-то не беру. Это по схеме, как ее, Вероника Аженер, правильно я говорю? Ну, в общем, короче, как-то так, вы меня поняли. Значит, сейчас я попробую найти, как это выглядит в саге. Вот так это выглядит в саге. Ну, там дальше еще продолжение. Я вам показываю участочек, который, скорее всего, я буду вышивать. Мне надо закончить вот эту помидорину в разрезе. Вот она. Здесь я тоже 1000 хочу вышить, но я уже, по-моему, посчитала, что вот этого всего не хватит, и надо будет потом еще куда-то двигаться. Но пока я даже не начинала, поэтому двигаться некуда. Значит, еще хорошо бы закончить девочку, эту красную шапочку, но, честно говоря, пока меня к ней... Не то, что у меня душа к ней не лежит, нет, хочется, но сложновато, хочется чуть-чуть отдохнуть, и безумно тянет вот сюда. Это что такое? Это халапеньо от компании «Золотые ручки». Значит, я здесь хочу повышивать пару дней, как обычно. Я с мая беру 2 раза в месяц эту работу. Вот сколько вышится, столько вышится. Пока вышилось вот столько. Значит, я как-то последний раз, когда ее брала, говорила, что я хочу тут кое-что рассказать. Смотрите. Значит, в прошлый раз, когда-то, и еще до этого, я говорила, что здесь какие-то странные, вот, серые, то есть вот ягодки красные-красные, а вот здесь вот что-то серое, но тоже квадратиком и тоже обрамляется, типа ягодка. Мне такое не понравилось. Я стала смотреть, изучать, а потом еще и Эвелина подсыпала этого... Чего подсыпала? Ну, короче, что-то подсыпала. Не помню, как это говорится. Господи, что у меня с речью? В общем, говорит, в исходнике такого нет. Масло в огонь. Вот, подлила, а не подсыпала. И я, значит, пошла копаться в исходниках. В исходнике именно в рисунке, в иллюстрации, потом в отшиве, чтобы посмотреть детали поближе, потому что я обнаружила, что вот здесь, видите, вот тут вот возле ягодки серые, вон там вот серые, вот тут вот 2 крестика серые, вот здесь мелко очень, да, и вот тут вот. И вот там вот тоже еще. Мелко, но они есть. Понимаете? И я, когда вышивать-то буду, мне это будет не настолько мелко, я это буду видеть. И я не буду понимать, что это такое, потому что я сейчас не понимаю, что это такое. Ощущение, что, знаете, когда что-то вот рисовали, я сначала думала, что, может, просто в саге ошибка, потому что, ну, вот так вот смахнул, типа, мышкой, и оно там рассыпались гроздья крестиков ненужных серых. Но нет, видите... Даже в отшиве это есть. И, честно говоря, мне это не нравится. Поскольку это работа для мамы, я сначала даже думала написать маме, спросить, что ее не смущает такое. Потом подумала, вспомнила, как я уже один раз спросила, посоветовалась с мамой по поводу основы, как мне вышло это боком, потому что маме там что-то показала. Ну, короче, она давно уже не вышивает, и на равномерке вообще, по-моему, никогда не вышивала. Поэтому она... смутно понимает вообще, что и как. Поэтому я решила просто принять решение самостоятельно. И вот эту штуку я заменю на какие-то 4 одинаковых, даже, наверное, даже без блеска этих ягодки будут. А вот эти вот серые я буду убирать параллельно с вышивкой фона. Пусть это будет фон. Зачем они, эти серые штуки, я не знаю. Мне они не нравятся.
Вот, поэтому вот так вот. И надо будет обязательно быть внимательной, чтобы это не забыть, чтобы это в процессе убрать. Вот, расскажите, как бы вы поступили, стали бы вы это убирать или и так сойдет, потому что, понимаете, они же все равно какие-то одиночные, вот эти 3 крестика, 2 крестика, 2 крестика, и тут вот, ну, в принципе, можно протяжку сделать. Даже если я забуду их вышить сразу, возьму какую-то нитку и опять такие же протяжки сделаю, или закрепки там, да, после 2 крестиков, но, по крайней мере, у меня не будет вот этого вот непонятно чего серого какого-то внезапно. Какие-то червяки лезут, что это, не нравится. Вот так вот. И прям очень хочется повышивать эту красоту. Хочется, это 18-й аккаунт. Вот тут вот на камеру смотрится вот это вот все криво, потому что, как я говорила, здесь крестики, вот которые солиды, вот это вот посветлее, то, что кажется, это в одну нить, а рядом бленд в 2 нити. Вот, поэтому вот так. И, кстати, даже думала этот бленд все-таки менять и делать нижний стежок одним цветом, а верхний другим, чтобы получилось тоже в одну нить. Но в итоге решила делать, как в схеме написано. Вот видите, в таком ракурсе не настолько все криво, а вот так вот смотришь, как будто куры поклевали. Вот. В общем, очень хочется эту работу тоже взять хотя бы денечек. Так что, как вы понимаете, план у меня на 3 дня какие-то неимоверные, с учетом того, что сегодня будет день, в общем-то, не особо вышивальный или вообще не вышивальный. Ну, тогда, наверное, я сделаю включение уже в понедельник, расскажу, что получилось за эти длинные выходные. Итак, вечер, понедельник, 21 августа. Совсем уже поздний вечер, расскажу вам, как прошли мои выходные. Значит, в субботу, как я и говорила, я вышивала мало, потому что много гуляла, но все-таки чуть-чуть повышивала. И давайте все не по порядку смотреть. Вот только что я закончила вышивать норму на красной шапочке. Значит, сейчас хочу вам показать, как это выглядит в саге. Да, вот такой вот сюжет. И я здесь вышила 1500 суммарно за этот месяц. Всего сейчас на экране 2741 крестик. И это уже больше 10% от работы. В работе всего по марафону 25741 как раз, как интересно. То есть у меня осталось, так, это я на фоне, у меня что-то падает. У меня осталось ровно 23 тысячи до финиша. Значит, я уже говорила в предыдущих сериях, что вышивается девочка это не просто, ну, вернее, вообще весь сюжет. Здесь 80 цветов, много блендов, много шахматки, как вы видите, видна она невооруженным глазом, да. И вот приходится покорпеть, но мне, как ни странно, все абсолютно в удовольствие. Вот показываю вам вблизи, как это все выглядит. Прорываться, на самом деле, между шахматкой, когда вот остается вот так вот, иногда бывает очень сложно. Вот, но работа движется, и мне нравится то, что получается. Конечно, здесь еще нет бэкстича. Не сформировалась полностью девочка, но уже и так издалека, в общем-то, да, понятно. Вот здесь ручка будет, да. Ну, в общем, вот такая. Сегодня я ударненько повышивала, мне там оставалось 600, по-моему, до конца. И я вот, да, 628 крестиков вышила. В общем, то, что касается рандомного выбора зрителей, я выполнила. Что еще я делала? Давайте буду прям... Так, вот это, наверное, надо снимать сейчас одной рукой, может быть, будет не особо удобно. В общем, я закончила овечек. Уже в итогах года буду красиво показывать все, что я закончила в этом месяце, потому что кролика я тоже закончила, показывала ранее. Больше показывать пока не буду, потому что он не стиранный еще. Я думаю о том, что его надо бы и оформить. Мне казалось, что у меня был уже даже нарезанный
под этот сюжет пенокартон, но все-таки, мне кажется, я его как раз тот, что я помнила, что был нарезан, использовала на овечку, которая у меня уже сейчас стоит в рамочке. Так что придется на кролика отрезать еще новый кусочек. Значит, вот пока не разглаженный, не стиранный сюжет за август закончен. Я брала его вчера-сегодня, да, в промежутках между сложными работами. Ну вот, например, красную шапочку я считаю достаточно сложной работой. Поэтому прежде чем за нее браться, я решила вот немножечко отдохнуть. В общем, вышила я здесь все. И, в общем, пока говорить больше об этой работе нечего, потому что нечего. Да? В следующем месяце возьму новую, а оформлять и стирать все вместе буду уже в конце года. Дальше давайте. Это у меня прекрасные драконы. Сейчас я тоже поищу превью, чтобы показать, что там будет. И я здесь уже вышила 1000 крестиков. Вышивала я ее как раз 3 дня. Но в субботу у меня совсем мало получилось, да. В тот выходной, в который я вот достаточно много гуляла. А все остальное дошивала вот сегодня и вчера. Что-то вот я всегда говорю, что мне на темной основе в целом тяжело вышивать, и я стараюсь это делать. Давайте я вот так вот, чтобы минимально отсвечивала. Вот такой сюжет. И вот что пока у меня готово. Значит, вышивалось тяжело, потому что не знаю почему, были пасмурные дни, и мне прямо приходилось местами несколько раз распускать, причем и порола я то, что было уже вышито до, ошибка там была, и новые ошибки ляпала. Как-то вот это лен, и он периодами, естественно, неравномерный. Вот, например, вот эти вот крестики, когда шьешь, они кажутся, например, гораздо уже, чем те, что выше. И непонятно, то ли это я ошиблась, то ли просто сцепление, переплетение нитей, да, вот в этом участке ближе расположено. А потом уже, когда вышито больше участка, поскольку лен более такой подвижный, наверное, становится получше. Но в процессе иногда вот я сомневаюсь. А иногда наоборот, кажется, что должно быть пошире, и вот задеваю не ту ниточку. Хуже всего я потом уже просто перестала так делать. Видите, например, хорошо, вот это вот все равно не совсем прям в воздухе. Здесь всего один крестик промежутка. А иногда я делала так, что... например, видите, вот этот темно-синий, он удален от этого темного синего. И делала я их, когда еще не было более светлых участков. И там надо, конечно, это вот все цеплять в воздухе и считать очень точно. И вот ошибалась я несколько раз в розовом цвете вот так. А потом приходилось переделывать. Вот, так что закончила, конечно, за 3 дня эту норму в 1000 крестиков. Можно было бы быстрее, но, видите, порола, поэтому вот так вот получилось. Значит, немного совсем, конечно, я повышивала. Я безумно люблю этих драконов. В очередной раз напоминаю, вдруг вы любите, знаете, в следующий год у нас год дракона, да, и вот на мой вкус, конечно, у Саверки самые красивые драконы. У меня сейчас в работе 2. Вот это еще тот, который вышивает Ксюша Малинка, если вы... Она показывала в своем последнем видео, которое недавно вышло. Она после долгого перерыва ворвалась с драконом. Вот, я его, своего такого же дракона, он у меня меньше продвинут. Я его еще в этом году не брала. Чуть мне руки уже устали болтать. Так, надо на что-то опереться. Вот. Значит, я вот вышивала этого и вспоминала своего самого первого дракона. Не принесла его сейчас, но это дракон такой, хранительница Тихого озера. Она голубая дракониха и китайский такой мотив, да, вокруг. И мальчик у нее, по-моему, сидит
на ладони, что ли. Ну, в общем, не помню, ну, и шикарного цвета сама дракониха, и вообще безумно мне нравилось, но хочу сказать, что драконы эти непростые. Хотя вот голубого я вышла на таком энтузиазме, что я вообще не помню, что мне там было сложно. Ну, ладно, немножечко помню. Вот сейчас прям особенно сложно. Того дракона я шила на светлом, а сейчас шью на темном, поэтому это добавляет сложности. Здесь будут звезды. Звезды я тоже не особо люблю, потому что это одиночки в чистом поле. Ну, как в чистом поле под полукрестом, но тем не менее. Значит, что непросто. Все-таки здесь в гриве достаточно много переходов цвета, много блендов. Давайте сейчас прямо посмотрю, сколько цветов, например. Вот, 49 цветов, сколько блендов. Так, как это сделать? Так. Ну вот количество блендов. Не так, чтобы прям много, но тем не менее есть. При этом сюжет 100... Да, 150? Это не там я смотрю. Значит, всего здесь 28 700 крестиков. Да, 170 на 170. В общем, ну, согласитесь, лучше, чем в красной шапочке. Но вот, тем не менее, посмотрите, например, какой разброс. Видите, в хвосте, где будет... разные там, вот, например, эти чешуйки, ой, нет, это надо закрыть, чешуйки, то там как бы вот где-нибудь здесь, нет, это я не нажала. Вот, видите, такой разброс все-таки ощутимый. Вот, но мне кажется, результат восхитительный. Так, дальше. Дальше я взяла, ну, совсем чуть-чуть, даже не буду превью показывать, я недавно его показывала, помидорки, 250 крестиков вышло. Это вот было в ту субботу, в которой я особо не вышивала. И еще, не знаю, что останавливаться тут на помидорах много не буду. И еще одну работу, которую я брала, это хлопенья. Тоже превью я не принесла, но я думаю, я, по-моему, показывала, да, в прошлый раз. Значит, я повышивала, я стараюсь заполнять теперь вот эти вот все дырочки здесь. Потихоньку заполняю. Здесь чуть-чуть заполнила, здесь чуть-чуть заполнила. И голубым тоже вышивала, заполняю вот это все. Хочется этот участок максимально здесь... заполнить, чтобы можно было начинать делать бэкстич. Но вот потихоньку, по чуть-чуть делаю. Здесь все-таки тоже достаточно много кропотливой работы. И полукрест, и крест в одну нить, и крест в две нити. Полукрест весь пока, по крайней мере, в две нити. Вот. И, как вы видите, в ягодах остаются вот эти вот прекрасные одиночечки еще. Плюс я же решила убрать весь этот серый, все это серое безобразие, которое непонятно, что это такое, кто это там сделал и зачем. Вот такие у меня были выходные. У меня получилось вчера и сегодня вышить больше 1000 крестиков снова. Я очень рада. И давайте сейчас расскажу вам, сколько у меня получилось за неделю. Так, внесла я то, что не хватало, красную шапочку, и посчитала, что за эту неделю получилось вышить почти 5800, 5790 с чем-то крестиков. Вот, так что была такая прям хорошая, продуктивная неделя августа, в отличие от предыдущих двух. Я, значит, здесь опять с своим списком, чтобы подчеркнуть вот тут вот отныне навеки. И красную шапочку я не подчеркиваю, потому что я ее не закончила, а вышивала я ее еще поэтому до этого в прошлый раз подчеркнула. И подчеркну же здесь, не подчеркнула еще. Так, где ты? Вот. Кролика. Это был финиш, видите, пятый финиш. Все остальное пока нет, потому что либо уже брала, либо уже подчеркнуто, либо еще не финиш. В общем, пока вот так. На этом свою неделю я заканчиваю. Мы увидимся в следующей вышивальной неделе, которая в августе
будет последняя, в сентябре их не будет. И очень рада всем вашим комментариям. Еще раз прошу прощения за то, что отвечаю иногда совсем не вовремя. Долго отвечаю. Бывает скопление, поэтому вот как-то не получается. Но буду стараться, потому что мне даже самой все-таки удобнее, конечно, отвечать сразу. Еще раз всем спасибо. Увидимся в следующих сериях. Пока-пока.